Привет! Сегодня мы с вами погрузимся в мир Понта, но давайте попробуем взглянуть на него не так, как мы привыкли, не через призму его трагического конца. Наша задача — увидеть этот мир таким, каким он был на самом деле до катастрофы, живым, очень сложным и многогранным. Попытаемся понять его изнутри, как бы забыв на время о том, что произойдет потом. И это, пожалуй, главный вопрос, которым нам стоит себе задать. Чтобы увидеть прошлое ясно, без искажений, нам нужно отложить в сторону наши знания о будущем. Давайте попробуем посмотреть на Понт конца XIX века глазами его жителей, людей, для которых будущее еще не было написано. Ну что ж, давайте начинать. И начнем, конечно же, с самого места. Ведь Понт — это не просто какое-то название на карте. Это совершенно уникальный мир со своим особенным характером, который веками формировался его географией и историей. Просто представьте себе эту картину. Узкая-узкая полоска побережья Черного моря, где-то от Самсуна до Трабзона. С одной стороны бескрайнее море до самого горизонта, а с другой тут же почти сразу вздымаются высокие горы. Они как стена, которая физически отрезает этот регион от всей остальной Анатолии. Вот это и есть Понт. И вот эта география, она по сути и слепила весь уклад жизни. Она создала такой мир, состоящий из портовых городов и спрятанных в горах деревьев. И для них всех морские пути были куда важнее, чем пыльные сухопутные дороги. Торговля шла не столько с центром империи, сколько с Кавказом, с Россией, и это, конечно, делало регион довольно независимым и самодостаточным. И вот в этом-то мире, бок о бок, жили самые разные люди. Православные греки, мусульмане разного происхождения, армяне. И это супер важно понимать. Их повседневная жизнь строилась не на какой-то вечной вражде. Наоборот, она строилась на взаимозависимости, на ежедневных компромиссах и сотрудничестве. Как же все это работало? Как уживалось в такое разнообразие? А ведь был вполне конкретный механизм, который все это регулировал и позволял поддерживать это хрупкое, но вполне рабочее равновесие. Давайте разберемся, что это за система. Ключ ко всему — это так называемая система миллетов. Если говорить совсем просто, то это такая система, при которой каждая религиозная община, будь то православные, иудеи или армяне, имела право сама управлять своими внутренними делами, образованием, судами по семейным вопросам, даже языком. И вот тут, внимание, очень тонкий момент. Эта система давала автономию, да, но она не давала равенства в нашем современном понимании этого слова. Статус человека напрямую зависел от его религии. Это создавало определенную иерархию, а не единое гражданское общество, где все равны перед одним законом. Что же это означало для понтийских греков на практике? Очень многое. Благодаря этой системе они могли спокойно сохранять свою церковную структуру, развивать целую сеть школ на греческом языке, поддерживать свои торговые сети. Они были лояльными подданными империи, а не каким-то угнетенным меньшинством, как это иногда пытаются представить. Теперь давайте к экономике. Это ведь был настоящий мотор всего региона. И именно экономическая роль понтийских греков делала их очень заметными. И эта заметность, как мы скоро увидим, оказалась той самой палкой о двух концах. И вот тут важно развеять один миф. Понтийские греки — это не просто каста богатых купцов. Совсем нет. Посмотрите на эти цифры. Да, была верхушка из очень состоятельных торговцев, где-то 15%. Но половина, целых 50%, это были обычные крестьяне, рабочие, рыбаки, то есть это было сложное многослойное общество. А на чем все держалось? Было несколько столпов. И в каждом из них понтийские греки, скажем так, задавали тон. Они были незаменимы в морских перевозках, они управляли банковским делом и, конечно же, вели международную торговлю. По сути, именно они превращали порты Трабзон и Самсун в важнейшие узлы, которые связывали империю с остальным миром. И вот мы подходим к самому трагическому парадоксу всей этой истории. Их экономический успех, их видное положение, которое так долго было их силой и преимуществом, в период кризиса превратится в их главную уязвимость, станет источником подозрений и прямой угрозой. Потому что в конце XIX века весь этот старый, привычный османский мир начал трещать по швам. Внешнее давление, внутренний кризис — все это начало расшатывать устои. И эти, тектонические сдвиги не могли не затронуть Понт. Смотрите, как все посыпалось. Сначала унизительное поражение в войне с Россией в 1978 году. Потом империя по уши влезает в долги европейским державам. Как следствие, центральная власть слабеет. И вот уже в провинциях начинаются, по сути, анархия, появляются какие-то вооруженные отряды. И как все это аукнулось конкретно в Понте? Во-первых, старый баланс сил был нарушен.
В регионе стало больше оружия, больше вооруженных людей. Обострилась борьба за землю, за ресурсы. И самое опасное, из-за вечного противостояния с Российской империей на своих же православных подданных власти стали коситься с все большим и большим подозрением. Но, и вот это принципиально важно понимать. В тот момент эти конфликты еще не были этническими или национальными в нашем сегодняшнем понимании. Люди конфликтовали из-за земли, из-за денег, из-за влияния. Это была, если хотите, социальная борьба, а не национальная. Пока еще нет. Давайте подведем черту. Каким мы видим Понт на пороге 20 века, на пороге всех этих великих потрясений? Это поможет нам понять, почему трагедия не была чем-то неизбежным. Картина получается парадоксальная. К 1908 году это все еще было экономически активное, культурно богатое и очень разнообразное общество. Люди продолжали торговать, работать, строить церкви и школы, но фундамент этого мира уже дал глубокие трещины. Земля под ногами буквально дрожала. И вот эта схема, по-моему, блестяще показывает, как одно цеплялось за другое. Смотрите, сначала кризис государства ослабляет все, потом внешняя угроза в лице России политизирует религию. И вот уже твоя идентичность, твоя вера и твой экономический успех — это не повод для гордости, а признак нелояльности. То, что вчера было нормой, сегодня становится угрозой. И вот мы приходим к главному выводу, пожалуй, к самому важному во всей этой истории. Катастрофа не была неизбежной. Она не была, знаете, прописана в генах истории, нет. Она стала итогом конкретных политических решений, которые были приняты в очень конкретный момент в условиях войны и распада империи. И понимание вот этой отправной точки, мира до катастрофы, абсолютно необходимо, чтобы правильно говорить о том, что случилось потом.